В начале новостного блока я объясняю за название стрима, поясняю за название стрима, оно звучит как проблематика пиздил. Пиздил проблематика договорника. Проблематика переговоров. Ну давайте как-то кратко пройдемся по новостям, по обновлениям, связанным с договорником. Ну, везде здесь ссылаюсь на Reuters. И Reuters нам говорит о том, что Украина и Европейский Союз представили свое видение договорника, свой план, встречный план, и он очень сильно отличается от того, что якобы предлагал Трамп, о чем нам говорит, ну, по всей видимости, действительно именно это и предлагает, о чем нам говорит тоже Reuters, тоже Reuters. Ну, там как-то, как обычно, короче, необучаемо. Но в этом случае, мне кажется, это правильная, наверное, стратегия. Хотя я тут еще тот еще дипломат, это надо Дмитрия Кулебу спрашивать. Ну, в том смысле, что там, как обычно, Украина должна стать пупом земли, ее безопасность самым важным в мире, э, ее субъектность самой субъектной в мире, территориальная целостность самой территориально целостной в мире. На самом деле все то, что было и раньше, да, вот в публичной плоскости, что озвучивала Украина. Перемена только в том, что теперь это все, только нужно прекратить огонь, а потом об этом всем договариваться. Ну и, естественно, надежда на то, что, ну, огонь уже начинать никто не захочет. Потом, да. Санкции не сразу снять, а постепенно снимать с возможностью вернуть. И вот какие-то такие вещи. Ну, вопрос там еще в том, какие-то вот гарантии безопасности. Американские, ну, тоже не знаешь, какие точно формулировки. Американские формулировки, трамповские, такие, что устойчивые. Ну, то, условно говоря, устойчивые гарантии Украине дадут европейские страны и еще какие-то третьи страны к этому могут присоединиться. Тут какие-то нужны другие гарантии мира. Еще более понятные, прямые, устойчивые. Ну, то есть, как какой-то в этом переменная. Там в новости написано что-то, какая-то аналогия статьи 5 НАТО. Ну, я об этом много раз говорил, это сразу нет. Но здесь, наверное, стратегия такая и довольно предсказуемая. Со стороны Европейского Союза, наверное, в первую очередь, потому что здесь, наверное, его, скажем так, сила, как минимум какая-то коллективная, она мощнее. Ну, в смысле, даже не то, что Европейского Союза, а конкретно Франции и Британии. Это, конечно, завысить как можно сильнее планку, да, вытребовать как можно больше, непонятно что, но пытаться, пытаться. Ну, а потом в итоге, наверное, все-таки согласиться, да, ну или, по крайней мере, убедить согласиться Украину на это. Я это так вижу. Ну, еще Трамп сам сказал, что у него есть дедлайн 2 недели. Он говорит, что, ну, там вопрос звучал как-то так, что нужно ли выходить, будет ли выходить США из вот этих переговоров о прекращении огня в Украине, да, о завершении войны. Он сказал, что об этом нужно будет спрашивать через 2 недели. 2 недели. К маю. В начале мая, ну вы поняли. Потом он сказал, что дедлайна такого нет. Ну, действительно, его же нет. Он, ну, по-моему, тут нет логического противоречия. Дедлайна нет, а спрашивать о нем нужно туда, к 9 мая, к Дню Победы. Вот. То в этом смысле это оптимистичнее, чем раньше. Ну, меньше угроз стало на данный момент, правда? Я к тому, что, скажем так, не похоже на то, не выглядит так, будто бы вот эти торги, да, и позиции Украины и Евросоюза администрация Трампа воспринимает как посылание колдуна нахуй, как несогласие, да. Вот. И это позитивно. То есть все говорят в оптимистичных тонах, и никто не говорит, что Украина не хочет договариваться. Ну вот. Это, в общем, мои мысли про договорняк и о том, что происходит. Сделка в жопе, почему-то так у меня написано, хотя, согласитесь, это неправильно сформировано. Здесь я зачеркнул, так как бы и в дужках уже написал в тупике. Сделка в тупике. Сделка по редкоземельным металлам, да, помните, она должна быть, ну вот Трамп говорил, что завтра должна быть подписана. Дедлайн ее подписания есть вроде в документе, вот этом рамочном соглашении, да. Ну, на данный момент, как вы видите, команда в Вашингтоне, украинская вся, причем она не только состоит из премьер-министра и министра экономики, финансов.
А еще из кучи там депутатов, потому что там валютный фонд, еще что-то, какой-то важный ивент проводят, и туда уехало пол это самое, пол нашего руководства, если так можно выразиться. Как вы заметили, результатов нет. Результатов нет, ну, иными словами, работа отрывая. Но министр финансов Марченко вообще сказал, интересно, сказал, что точно, типа, не на этой неделе будет результат. Заставляет задуматься, заставляет задуматься. Заставляет задуматься. Ну, вещи связанные, потому что в тех пунктах трамповских, которые приводит Reuters о прекращении огня, перемирии, пиздиле, договорняке, там есть, типа, в нем содержится вот это экономическое сотрудничество Украины и США, как я понимаю, сделка, вот это имеется в виду. Видимо, вещи связаны, поэтому нет поторапливаний по этой линии, потому что стороны и США в том числе понимают, что если не выйдет договорняка, то сделка смысла не имеет. Я это так понимаю. Тогда сделку придется использовать однозначно как повод не поддерживать Украину в дальнейшем. Ну да, Витков в Москве. Я не знаю, что там, какие-то, может, новые обновления появились. Но на тот момент, когда я запускал стрим, то из известного только то, что долго говорили, как обычно, и обсуждался вопрос прямых переговоров, да, украинской стороны и российской. Ну, то есть Путина, как я понимаю, пытаются переубедить. Или Путин пытается переубедить Витков, а может Витков приедет и скажет теперь, блядь, я вот узнал, короче, оказывается, Зеленский дурак что сделал? Он принял закон, который запрещает ему переговоры с Путиным, поэтому любые итоги переговоров будут нелегитимны. Наверное, кстати, так будет, но это, скажем так, похоже на тенденции прошлые, да, если соблюдать. Но если серьезно, то, наверное, Стив Уитков, да, американская сторона, поехали как-то убеждать Путина в том, что переговоры возможны, и это, скажем так, это ограничение, там, нужно его трактовать логичнее, легче его трактовать, так, как говорил президент, что это только он имеет право, а не имеют права все остальные, ну, в общем, какие-то такие выдумки. Скажем так, как повернуть эту телегу, да, и где там поставить лошадь. То да, стоит не придавать этому большого значения, не набивать цену. Ну, видимо, это имеется в виду, когда говорят, обсуждали прямые переговоры Украины и России. Трамп дал интервью The Time, и я это написал только для того, чтобы еще раз уличить американского президента Дональда Трампа в том, что он снова нарушив закони України. Знову, дуже грубо, порушив законодавство України, а конкретно він знову виправдав російську збройну агресію, а ще й зазіхання на територіальну цілісність України. Дональд Трамп вкотре, ну, мабуть, знаходячись під впливом російських наративів, вкотре сказав, що війна через НАТО, через прагнення України до НАТО, через Україну, звинуватив Україну у війні. Чим порушив закони України? Я сподіваюся, що правоохоронні органи України, Генеральна прокуратура України, Міністерство закордонних справ України обов'язково помітять це, не будуть з закритими очима, а буде відповідна жорстка реакція. Ну да, і зазіхання на територіальну цілісність сказав, що Крим російський. Ну там, що Крим був давно російський і ісконна руська територія. Ну, ось такі справи. Це наші союзники. Це те, що прийшло до влади в США. Замість того, аби надалі підтримувати Україну, давати їй по 5 снарядів в неділю, замість того, аби далі вести війну до перемоги, він намагається оце таке зробити, виставити Україну жертвою, виставити Україну винуватцем, зробити Росію жертвою, а потім її злити. Ну, в общем, вот так. Блин, да почему меня, блядь, не берут ни на какую такую хуйню? Знаете, хорошо получается ж. Да, ну тоже пару строчек. Ликвидация генералов с жесткими фамилиями. С жесткими фамилиями. Фамилию не будем произносить генерала. Видел Лукашина, что в переговорах в нормандском формате он принимал участие с российской стороны. Ну, понятно, генерал это важно. Понятно, что
Наверное, тоже нам стоит готовиться к какому-то ответу. Хотя, конечно, российские инструменты значительно слабее воздействия на Украину вот в таком диверсионном смысле. Хотя, если вспомнить, ну вот видите, у нас разные слабости. Россия насыщена украинцами. Ну, тупо беженцами, бешенцами, разными там вот такими людьми. У Украины очень беднючее население, поэтому военкоматы, взрывы через интернет. Ну, в общем, вот так. У всех разные проблемы в этом смысле. Да, ну, в общем, да-да, запиратели корабль. Захватили корабль. Интересно, как будет развиваться вот это событие. Как я понял, Служба безпеки Украины перехватила зерновоз, который вез зерно с оккупированного юга Украины. Куда-то, ну, наверное, сирийскому халифу на поставке. Вот. Интересно, какое развитие получит эта история и получит ли вообще, или просто за это зерно забудут. Это, кстати, на секунду ж там договаривались о перемирии на Черном море, но оно так и не наступило, но тем не менее. Ну да, менты пришли к либертарианцу, я уже говорил. Единственная эмоция моя, ну я ее уже озвучивал, в смысле общественных реакций на это. Да, ну, в общем, вот так. Оптимизма стало больше, чем на тот момент, когда мы последний раз с вами встречались, потому что все процессы выглядят управляемо, а главное, никто не говорит, что переговоры зашли в тупик. Но в то же время есть какое-то чувство, что все-таки не выйдет преодолеть такие серьезные противоречия. И несмотря на то, как выгодно выглядят условия для России, что-то вот какое-то есть чувство, не знаю, что все сорвется. Причин на то много, ну блин, реально, вот как-то, мне кажется, в этом договорнике какие-то проблемы есть восприятия. То ли у всех остальных, то ли у меня. И не могу доверять почему-то вот этим Reuters и так далее, да, в вопросе того, какие конкретно пункты предлагает Трамп. И не знаю, вот с моей стороны, мне кажется, что это давление со стороны США, в смысле то, что это утекает в медиа. Хотя приводит аргумент, что это утечки со стороны Украины. Почему? Потому что они комментируются украинскими чиновниками. В общем, это сложная конструкция. С одной стороны, какие у Украины могут быть варианты, а с другой стороны, то, что озвучивала российская сторона, явно невыполнимо, да, многое из того, что они озвучивали, что усложняет как бы достижение мира. Ну, в общем, вот так. Ну, то есть, я это просто веду к тому, что на украинскую сторону, несмотря на фантасмагоричность требований типа альтернатива статье 5 НАТО, ну, то есть, бессмыслица. Я уже много раз говорил, что бессмысленнее НАТО может быть только не НАТО, а его аналог для Украины. Ну, это, блядь, тут тупее, чем даже НАТО. Да, несмотря на всю эту фантасмагоричность, мы понимаем, что Соединенные Штаты имеют возможность повлиять на Украину однозначно. И Украина, наверное, сейчас даже в этом не нуждается, да, и так, скажем так, ведет себя покладисто. Мы также понимаем, что, наверное, возможности протеста европейских союзников Украины по отношению к Дональду Трампу и его политике тоже очень ограничены. Но вот, конечно, вопрос влияния их на Россию, вот здесь, наверное, уже есть ограниченность со стороны США, да, то есть прям бесконечно подарки они предлагать не могут, и где-то есть их предел, да, и, конечно, все хотелки Москвы выполнить не выйдет, надеяться только остается, что она от них откажется, что логично вообще в переговорах, правда? И повлиять они так, как на нас, на них не могут. Ну, в общем, вот так. Еще меня где-то вот, да, улыбнуло наше Министерство иностранных дел. Опять-таки выступает не Сивоха, его не так часто показывают. Выступал вот этот пресс-секретарь Министерства закордонных справ, Министерства иностранных дел Украины. И там его спросили, что вы думаете о том, что Дональд Трамп хочет выйти. Дональд Трамп хочет прекратить свое вот это посредничество, но это даже посредничеством не назовешь, свое участие вот в этих примирительных потугах, да, свое участие в договорнике, что США хотят выйти из процесса. Он сказал, что мы думаем и трактуем это так, как, скажем так, прием переговорный Соединенных Штатов. Так как по закрытым каналам такой информации для нас не поступает. И это очень смешно. Интересно, поступала ли им по закрытым каналам информация о том, что США собираются прекратить военную поддержку и так далее.
Это охуенно смешно, в общем. Уровень, опять-таки, Министерства иностранных дел, особенно при вот этом Сибире, высочайший уровень показывает. Высочайший. Надеюсь, это Министерство иностранных дел... Не, ну как надеюсь, это иронично. Конечно, надеюсь, этого не произойдет. Но если продолжать иронию, надеюсь, у них получится добиться не то, что там, ну, говорят, что они хотят какой-то саммит устроить, но я сомневаюсь, что это возможно, так как время очень ограничено. Добиться встречи президента Зеленского и Дональда Трампа на похоронах папы Франциска. Это гениальная идея. Действительно, встреча сейчас, как непонятно, типа, зачем, да? Но она явно вот супер нужна. После той удачной встречи однозначно. Сейчас встреча вот супер прям нужна. Как эта встреча может круто выглядеть, правда? Можно только догадываться. Дональд Трамп сразу объяснит президенту Зеленскому и про Крым, и про НАТО там, блядь, и про то, кто в войне виноват. Нахуя вообще такое планировать? То есть зачем им это нужно? Это же однозначно проблема, скажем так, того конфликта, да, той перепалки в овальном кабинете, она в том, что украинская команда, предварительно не поговоривши с Трампом, согласилась вообще на проведение вот этой встречи. В этом надо было не соглашаться, если не было предварительно никаких переговоров, да, если вы не смогли, скажем так, как-то скоординировать, да, соотнести свои позиции адекватно, встречаться не стоило. Очевидно, сейчас никто там не соотнес никакие нигде позиции, и может это просто плохо закончится. Непонятно, зачем они опять пытаются сгустить над собой какие-то тучи, опять создать себе проблемы какие-то. В общем, это очень смешно читать, что там рассматривают возможность такой встречи и там пытаются найти к ней возможности. Мне кажется, абсолютная глупость и точно не то, что им сейчас нужно. Ну, в общем, вот так. Да, друзья, на этом, в общем, новости закончились. Ну, сами понимаете, ремонты бойлеров, еще какая-то хуйня. Совершенно не то время и место, где хочется заниматься новостями. Например, не посмотрел интервью, опять-таки, как я уже говорил, говорят, что очень мощное. Говорят, что, скажем так, так называемая кремлевской пропагандой бусификация, да, это придумали в Москве, носит, ну, естественно, поодиночный характер, говорят президенты, развенчал этот миф. Вот. В общем, да, не посмотрел интервью Зеленского Бену Шапиру. Ты даже молекулы пердежа Арестовича не стоишь. Слава богу, это не мне адресовано. Я стою молекулы пердежа вкуснейшего Арестовича. Давайте називати його генерал Руський. Ну да, генерал россиянчик, Россиянков. Это такая же проблема у меня и с другим деятелем с похожей фамилией из Украины. Геннадий Россиян. Скорее бы Южная Корея стала нашим союзником, и нам бы сделали поставку группы БТС, да, группы этой, Дионисус, блядь. Да, я уже видел эту вашу шутку, Зеленский притащит пояс Усика на похороны папы. Я говорю, ему надо сделать вот этот, как называется? Наверное, как-то называется у боксера вот этот опенинг, когда они выходят, чтобы музыка играла крутая. И он выходил, пояс держал над собой, типа. На плечо закидывал. Всім радості та щастя, а Зеленському кровавого поносу. Ну навіщо ви так? Зеленский в овальном кабинете так потужнел. Представь, что с тем Трампом в Риме будет. Представляю, тут они оба в гостях. Думаю, будет уже на равных разговор. Могут и въебать, в общем. А помните, как раньше рассказывали про бивший план Маршалла для Украины и потужное мегавосстановление? Интересно, что в пунктах вот этого договорняка от Трампа в Reuters, там есть восстановление Украины. Звучит оно как полное восстановление Украины. Ну, я не знаю, типа, как-то не очень точно. А что вообще думаешь про Арестовича? Понятно, что он балабол, но часто выдает интересные тезисы по поводу проблем в руководстве страны. Ну, еще бы ему их не выдавать, он же там был частью этой системы. Я думаю, что он, ну, минус, что информ, минус, что какое-то у него психическое расстройство. Но поскольку он одна из немногих, скажем так, с потенциалом каким-то политическим персонаж, да,
хотя бы женщин за 30. Остается только не критиковать как-то, да. Бо особо вариантов немного. Вика, ту-ду-дут. Ванька, встанька, чихуба-буба. Блять, я забыл, как эта песня Хуба-Буба звучит, но Ваньку, встаньку помню. Представь, Ванька, встанька, что такое? Вот если этот рестлинг я сделаю там Зеленского, то, блять, и видишь, и пояс есть. То обязательно, если буду делать вот это интро, поставлю Ваньку, встаньку. Ванька, встань. Класс, блять. Ну, пояс Усика уже отдали. Не, ну если пояс Усика отдали, говорят же, пояс Ломаченко можно взять. Надо сразу в Колізеї сделать встречу Трампа і Зеленського. Колізей так Колізей. У мене було в Crusader Kings 3 сина. 2 єблани повні, а третій уміон, амбіціозен і більший адміністратор. І він вмер від поносу ще до того, як стати королем. Реалістично. Над гробом папи США віддадуть окуповані території росіянам і будуть їх відновлювати логічно. Из-за кого вы будете в индийско-пакистанской ядерной войне? Не знаю, наверное, не обязательно выбирать сторону. Там, кстати, может Трамп даже есть, но, по-моему, нет. Может за деньги, блядь, даже туда донат добавили. Вы вдумайтесь, сука, в сраный рестлинг, который играет 3 американца, добавили, сука, донат внутри игровой, блядь, ну это уже повний піздець. Аресточок бучної системи був таким же приспособленцем, як вигнали, то став різко знати, що робити, коли ти при владі. Ну да, это такое свойство, но тут, блин, это такая реально, такое правило, как в физике, аксиома. Не будешь же ты критиковать то, чего ты являешься частью. Ты будешь пытаться что-то изменить, а потом как вылетел тогда. Какую видишь политическую силу на выборах, которая может в теории конкурировать на выборах, не считая Зеленского и Залужного? Ну, это же не силы политические, ну ладно, Зеленский слуга урода, да. А Залужный мы еще не знаем, с кем будет, какие вообще будут политические расклады, кто будет на них представлен. И что будет сложно пока что понять. Даже непонятно, как закончится война и закончится ли она вообще. Ломаченко не даст пояс. Ломаченко за РПЦ жестко. Да Усик тоже был и даже есть, наверное, но видишь. Сказали, будет министром спорта, то он и дает. Вот вы смеетесь, а на втором сроке у нас будет украинское экономическое чудо. Да, есть такой термин причерноморский кабан. Да, лично я верю Ли Сэнзе. Я тоже. Говорят же, как в Южной Корее не будут выпускать 30 тысяч лет. На стримах ты постоянно повторяешь два тейка. Истории про внешнее управление — это полная хуйня, и невзирая на зависимость, потому что ничего не делаться не будет. То что какая вообще разница на то, что говорит Зеленский о переговорах Трампа и Виткова? Куда он денется? Все подпишет, если большие дяди договорятся. Как эти тезисы не противоречат друг другу? Ну, то скорее о нормальной Украине, да, не той, которая стала после разговора президента Зеленского и Дональда Трампа в овальном кабинете, да, когда Трамп просто шантажом не принудил Украину подчиниться, да. А это после. Вот и разница, понял. Не, ну Украина может отрицать, но последствия будут очень тяжелые. Можем это не называть прямым управлением. Ну и тот вопрос, это не прямое, конечно, управление, но влияние США было очень сильное в политике Украины, как ни крути. Допустим, что США договорится с РФ, а Украина колдуна нахуй пошлет, и все продолжится как было, только похуже. Разве это не реалистичнее? Чем что? Нереалістичніше, чем договориться? Да мне кажется, нет, ну не самоубийцы же в керівництві державы сидять, да? Опять-таки, это еще лайт сценарий, что все продолжится как было. Может не продолжится как было, может стать значительно хуже, в смысле американская администрация может не ставить дедлайны, а продолжить давить на Украину, вводя санкции, там, давя на европейских союзников в ограничении военной поддержки Украины и так далее. Ну, я не знаю, сколько в этом европейские союзники заинтересованы в смысле продолжения войны. Тут вопрос просто, можно ли выйти на лучший сценарий, чем предлагается для Украины. Мумбай, увага, двоє буддистів у пікселі біля храму Шиви. Бачили, як проводили слонифікацію, як Вейс Вентура. Ой, блядь, да, знаю этот кадр. Чоловікам з поганою кармою краще сьогодні не виходити. Дуже смішно. Кнуряка, тоже тупо пожилая Україна, Кнурець. Здається, мені Залужний тупо чільовий парень, ему в Лондоні заебись. Залужний, да. Лучше книги пусть не пишет. Украинское экономическое чудо-юдо. Осуждаю. Блять, осуждаю, действительно. Так, друзья, давайте не писать про чудо. Трамп же ебанутый, тут нема очевидного сценария, а если. Ну, блин, давайте попытаемся понять, что будет, скажем так, более вероятно. Что более есть смысл выбирать, правда? Но опять-таки, если бы это для Украины была какая-то небольшая проблема, наверное, мы бы дальше не продолжали. Да, наверное, на первом бы посыле нахуй разошлись бы.
Твіттеряні зляться через те, що Трамп в питаннях Криму ігнорує думку кримських татар. Кстати, интересная мысль. А у нас министр обороны крымский татарин. Интересно, а Трамп знает, что там какие-то татары еще жили? Ну, наверное, еще не так сильно понятно, насколько плохи могут быть последствия, если американцы уйдут. Довольно много нужно проанализировать. Но однозначно, мне кажется, нельзя прийти к выводу в ходе этого анализа, что будет не сильно плохо, что мы под этим не подразумевали. Или что еще лучше, что будет хорошо или лучше. Точно не будет хорошо и лучше. Слышал и относительно копии умную версию, что станет тяжелее, но не слишком. Фронт не будет двигаться в тектонических масштабах, а ресурсы еще есть. Ну, блин, я просто не знаю, насколько их устраивает не движение в тектонических масштабах, да. Для того, чтобы нам обрести лучшую позицию, нужно либо чтобы что-то изменилось в России, либо чтобы фронт двигался назад, например, да. Ну, такая вроде понятная вещь. И не похоже, что есть надежды на что-то из этого, да. То есть ждать смерти России, учитывая еще то, что переговоры, в смысле по линии США и России, могут продолжиться без Украины, да. И это может сильно нам навредить. То есть, скажем так, какие-то рычаги, на которые мы сейчас, или какие-то факторы, влияющие на Россию, на которые мы сейчас уповаем, что они там похоронят российскую экономику, что вроде не похоже на правду, не происходит, по крайней мере, до сих пор. А когда произойдет, непонятно, где будем мы. Да, но даже то, на что мы сейчас уповаем, может стать неактуальным. Вот, и это проблема. Наверное, был смысл так рассуждать, если бы вот продолжать санкции против России, продолжать поддержку Украины. То есть то было бы плохо, но не так плохо, как вообще их выход. Приходит немецкий офицер к озеру. Видит, там тварь болотная сидит. Ну, спрашивает, кто оно такое. Тварь отвечает: депутат Гурин. Депутат Гурин интересный парень. У него еще биткоинов много, вроде больше всех среди депутатов. Позорный стрим. Положняк по разводу Петра Порошенко. Блин, да, жена Петра Порошенко подала на что в суд. Ну, я не юрист, наверное, это какая-то фиктивная тема, правда? Сын Масичук пишет: привет, Медведь Стримлер. В общем, признание Крыма русскими — плохой мувод США, я согласен. Если так произойдет, может быть снятие санкций 2014 года. А это основа всех санкций сейчас. Может быть очень плохо, да, может быть полный пиздец. Все потом начнут признавать все территории всех, и что тогда будет? Будет чаос. Суд в САМ-ПРП — это как у нас суд. Да я даже не знаю, может лучше. Я вот что думаю, у РФ нет шансов на достижение своих целей. Это им нужен договорняк, а не нам. Согласен, сын Масичук. Я вот думаю, если бы у нас все было плохо, то это мы бы шли на все, а этого не просят. Ну, мы часто меняем карты, и даже в рамках одного дня. То есть вице-премьер один из Свириденко говорит, что нам нужен устойчивый долгосрочный мир, а не какая-то иллюзия или пауза в войне, или какой-то аналог Минска. Президент Зеленский говорит, что нужно срочно прекратить огонь, а потом договариваться. Хуй их пойми, хуй их пойми. Так, друзья, давайте без чуда, без всякой хуйни. Вот это чудо мне не нравится, ваше чудо. Короче, вот это чудо, давайте его забудем и сбежим. Ой-ой-ой, Денис, насколько вероятно, что специально для этого случая украинские силы создадут европейскую альтернативу НАТО? Невероятно, я думаю, чтобы США вышли со старого в рамках других политических межорганизаций. Я думаю, что этот конфликт, он, блядь, НАТО усилило, оно беспроблемно пережило еще одну волну расширения, типа осмысленного, целенаправленного, обоснованного, которое Путин примет теперь полностью. Ну, очевидно, уже больше, наверное, ну, если этот договорняк случится, Путин, наверное, больше не будет поднимать тему расширения НАТО на восток. То это для США, наверное, выгодный выход глобально, как и для всего НАТО. Про Зеленского и Бена Трупак Шампур. И Бена Шапир уже говорили, что я не смотрел. И, наверное, не буду. Как вам американский сын заместителя, блядь, американец, боевик, сын заместителя разведки, там какой-то заместителя главы разведки? Ну, вы поняли. Бывает так, нет? Или миф? Настроение, ну, блядь, могло быть и лучше. Ну, неплохо, жаловаться не на что, а это главное. Надо всегда за это держаться, если ты лох. Называется радоваться тому, что есть, что дали. Что не отобрали то, что осталось. Новым папой римским станет Мбаппе. Новым папой римской станет Патрис Лумумба. Кстати, вот разные сериалы про папу были, а вот такой Netflix адаптации не было. Вывод: это должно быть в реальной жизни. Я вот скажу, а если бы еще
Украинец и Патрис Лумумба. Патрис Лумумбенко. Вот такого в папы надо. Но поскольку такого нет кандидата, то может и не будет, конечно. Тебя Владислав Ньюс упоминал на прошлом стриме. Напиши ему про совместный стрим или хотя бы оставь корпоративную почту где-то, чтобы он смог... Да, упоминал, вау. Класс, ну, надеюсь, не в плохом контексте, ж типа Андон какой-то. Жан Веленюк будет папой. Украинцев? Лично. Поменял Шкоду на Чанган, Чунчанган. Пока полет нормальный. Спонсировать чехов желания больше нет. Я знаю, что Шкода хороший аппарат. У нас менты вообще с них не слазят. Ну, в смысле, не как казенная, а что-то себе покупают. Ну, мы же пусть только на ней научились там ездить, хуй его знает. Ну, думаю, не знаю. Все отзывы людей, которые разбираются, в смысле, кто где-то работает. Один работал дилером в каком-то автоцентре в Киеве. Но то было, правда, пару лет назад. Говорили, что китайские машины плохие. В смысле, то что-то уже ржавое с завода, то какие-то не те толщины металла. Ну, посмотрим. Ну, если Чанган это китайская машина, для меня это, конечно, набор букв. В целом, если бы мне предложили новый, самый крутой в топовой комплектации джип Чан Кайши, вот этот, что ты написал, или оставить мою семерку, я бы сказал, оставить семерку, конечно. Бачу, як Трамп жорстко пройшовся по пипі після удару по Києву. Ну так, по-дружески. Хто розмінував Чонган? Да, Чонганський перешеек. Шкода Октавia 1006. Казали раньше прокурорская машина. Ну вот сейчас они на новые переседают. Какие-то волны были. Раньше была какая-то волна Пассатов или еще каких-то Volkswagenов из Америки. Где их там то из двух частей сваривают. Потом Шкода Супер Б. Да, ну вот я тоже только жалобы, которые я знал, это то, что коррозия металла. Коррозия элементов кузова. Ну, тоже, может, это от партии зависит. Но не хотелось бы такую машину, где от партии зависит, как там твое... Это как на АвтоВАЗе, в смысле. Потому что все «Жигули», типа, сгнивают. Ну, вот моя семерка из той партии, которая вообще не гниет. Вообще. Ничего не гниет. Какую-то я шутку знал про Джилли, но забыл. Ну, какая-то там. Ну, что-то про пенсов. Не знаю, но я больше всего на дороге, ну, понятно, на жигах только деды и дети без прав ездят, как я, да, ну, исполняют всегда. Но самый больший ужас на дороге вызывает два автомобиля. Ну, сейчас, наверное, три, но бусики редко встречаешь. Это белая Шкода Октавия, думаешь, ментовская. И, конечно же, деды на дастерах белых. У меня зрение хуевато, я пока разгляжу, что нету мигалки. Видите, встреча с ментами всегда хуево. Ну, я как понимаю, на нормальных заводах кузова должны оцинковывать, но это редкость. Ого. Может сразу золотом покрыть. Есть шутка про то, что никто не сможет сказать, что хавал говно. Знакомый механик говорил, как бы ты ни ремонтировал советскую технику, там что-то сломано будет всегда. Мне кажется, так с любой техникой, если она не только с завода скатилась, не только с конвейера. Вот все, сука, почти идеально, но одна хуйнюшка какая-то есть. Может, так и на заводских машинах, просто ты еще этого не знаешь, не успел понять. Но мой опыт так говорит. То есть люди, которые берут не советские машины, а древние, типа евробляхи, то они их только чинят, блядь. То пятое, то десятое, то кондиционер, то хуйценер, то ручка отпала, то трос вытянулся, то тяга отлетела, то чек загорелся снова, лямбдазон 1, лямбдазон 2 вырезать, блядь, катализатор, то сделать пятое, десятое, провалы в зажигании не держит холостые. Короче, блядь. Разница только в том, что очень дорого все стоит. Ну, правда, конечно, на выходе ты какой-то комфорт получаешь. В Жигулях ты чинишь, ты велосипед получишь. Не, ЗАЗ это залупа полная, это худший автомобиль, реально, который я видел. Ну, я вот на китайцах не ездил, старых, хотя, стоп, я на Черри ездил. На Черри ездил. Ну, Черри по пиздаче будет. ЗАЗ самые худшие автомобили, конечно, однозначно. Таврон. Ну, такая тачка, которую не жалко разбить. Но, блядь, вот, конечно, объективно самый хуёвый автомобиль. Ну как Таврон, Славута. Реальный Таврон я, конечно, ну видел, но никогда не сидел бы, это раритетик. Хотя тот же чел говорил, что исключение это мотоциклы с оппозитными движками типа Днепр, Урал и т.д. Но они вообще никогда нахуй не работают нормально, это исключение, что они типа точно всегда сломаны. Вот эти Днепр, там добиться нахуй нормальной синхронной работы этих двух цилиндров, это нахуй
Надо, ну там все механическое, это надо быть, ого, каким специалистом. Почему украинское инфопространство, пускай будет инфопространство так негативно воспринимает опубликованные условия договорника? Откуда у них вообще берутся мысли о возможности более выгодных сценариев? Хороший вопрос. Не знаю. Ну, наверное, это связано с тем, что долгое время государство вполне правильно поддерживало боевой дух нереалистичными, абсолютно завышенной перспективой. Она нас никак бы не ждала. Но людей в этом долго и массово убеждали. А за другие мнения вообще наказывали. Вот. То теперь вполне логичная инерция от этого, да. Люди не понимают, что... Вот это на прошлом стриме мы это говорили. А що отримаємо ми? А що отримає Україна? От ми дамо це і це. А що отримаємо ми? Ніхуя. Нічого не отримаємо. Нет вообще никакого ресурса что-то получить. Как обокрали. Понял? Вот когда тебя обокрали, ты же не говоришь вору. А що получу я? Все. У стримеров же хрестик висить. Ще б замість авторитета повісти Михайла Круга и просмотры стримка підуть вгору. Да, было такой момент. У нас висел Михаил Круг. Бля, вот действительно, сейчас видел в ТикТоке, но это старое очень видео, где Юрченко где-то там в Азове ходит и музыка Круга. Ебать, ну, просто вот есть люди, которые вот очень между собой похожи. Они не росли в одинаковой среде. Их не объединяет ничего, по сути. Кроме того, что они очень похожи, но они до того похожи, что даже несмотря на... Может, они родились в одно время, как вот этот мем, типа «Умер Круг, родился Юрченко». Привет, Круг. Ну, в общем, ничего их не объединяет, кроме вот как чего-то врожденного, что дало им просто удивительное сходство. Юрченко пиздец похож на Круга, и он там ходит, и так именно, как я так не смогу, именно как Круг на концерте. Точно так, точно как поет Круг, вот так. Бля, это пиздец, как это охуеть. Я думаю, ему именно из-за этого туда и взяли потом. Короче, это охуенно. Польские букмекеры считают, что больше всего шансов стать новым папой римским у кардинала Луиса Антония Тагле из Филиппин, 67 лет. Он, где польские букмекеры, это забавно. Он представитель прогрессивного крыла римско-католической церкви в Азии, интересно. А тот, о котором я говорю, конголезийский Умпалумпа, то он трампист какой-то, да? Но опять-таки, если верить Пилковскому. Сьогодні у стрімлера укладка, видно, що душ перестав їбашти током. Бля, пацаны, вообще пиздец, что там с душем я учудил нахуй. Это вообще пиздец. Короче, блядь, не работал один тен, а второго тена нет. Я его пытался вызволить, сломал, нахуй, порвал весь, все, пиздец ему. Не работает один тен. Ну не работает один тен. Целый он. И кожух целый, в котором он вставлен был в этот сухой тен, блядь. Эти стержни реактора. Все целое. Не работает. Не греется вода. Но я думаю, на одном тене должно работать. Наверное, нужно контакты тена второго замкнуть. Ну а как? Видимо, цепь разорвана, хоть они и подключены, очевидно, параллельно, а не последовательно. Ну не работает, если. Наверное, нужно, я вас на прошлом стриме спрашивал, никто не подсказал. Наверное, нужно контакты тена замкнуть, которого нет, между собой, чтобы как бы цепь продолжалась. Замкнул я их, и у меня сгорел термостат. Я еще и покупал новый термостат. Покупал я новый термостат, и вместе с термостатом я купил новый тен. Геморройно это было, потому что не в интернете заказывал, а так. Купил новый тен. И думаю, ай, померяю-ка я сопротивление на тенах. Ну, новый тен купил, интересно, какое у него сопротивление, и совпадает ли оно с теном заводским. А у меня еще мультиметр разрядилась крона, светится батарейка, блядь, не знал, что там так даже может быть. Ну, беру, короче, тестер. Думаю, задние ряды уже догадались, в чем, блядь, прикол. Беру тестер, ну, звоню, щупами, есть все. Приставляю к новому тену, ну, там что-то, каких-то 69 Ома, ну, какое-то сопротивление есть. Прикладываю к тену старому, 0 на массу. И тут мой мозг четко понимает, почему нахуй тен не грел один. Почему в старой колбе вот этой, где тены были вставлены, сгнил только один тен, который я не смог высвободить. А колба, в которой был второй тен, она полностью идеально чистая.
И так было и прошлый раз, когда я менял. Один тен просто всегда был с разрывом, он был поврежден, он был сломан, в нем, ну, нет цепи. Это был пиздец, как я. Почему сразу было просто? Вот я все там перебирал, этот один тен не вынуть, не прозвонить его. Почему? Так я еще и попал на замену термостата. И все время, оказывается, у меня работал один тен, ну, как я понимаю. Из-за этого он один и сдох, потому что он один работал. И, получается, вода в 2 раза медленнее грелась. Ну, в общем, вот такая исторія. В сенсі, що получу я. Як на рахунок шанс, що в твій будинок не прилетить ракета? Так люди не верят, они говорят, что ракета прилетит. В теории, если США сильно нарастят поставки вооружения, то чего-то можно добиться, но это лишь теория. Эта теория банку все никак не отпустит. Не знаю. Не знаю, сомневаюсь, что они ее придерживаются. Думаю, просто здесь и сейчас хотят каких-то более выгодных условий. Из воздуха. Ну, так бывает. Наша власть явно не самая умная в мире. Ну, просто это так и есть. Начались, кстати, первые работы по эксгумации чудовищной ошибки. Я так понимаю, речь идет о Волынской чудовищной ошибке. Ну, интересно. Мало кто знает, что за порвачком. Эдиком, не, ну ты подбирай выражение, все-таки ведь ветеран, о ветерані говориш. Едіком тягнеться шлейф минулого в кругах регіоналів. Як казав мій Кент, хто не без гріха? Хто не без гріха? Какая у тебя вопрос к нам? Вот если ты спросил, кто круче, крокодила Бомбардиру или балерина Капучино, мы бы ответили, и кто круче, ты ответь. Какие, блядь, юные техники? У меня нахуй нет бабок и бойлер не греет. Я искал выходы и только потом понял, что, блядь, он не поврежден, потому что он нахуй не работал, он нихуя не грел уже очень много лет, видимо, еще со времен первого ремонта. А мне не хватило мозгов простейший провести тест обязательный, просто прозвонить, работает он или нет. Но если у людини нема мозгов, то это надолго, это навсегда. То есть, как я не додумался до этого, блядь, это поразительно. Надо було, наверное, у чата спрашивать, а не ламатися. Ми можемо тільки з хуйнею про справедливий мир допомогти. Якщо з реального світу, то тут безсильні. Правда, правда. Это мозк розжижила, эта вся хуйня. Не боюсь, не підбирать правильні слова, бо якщо щось, то він мене не дожене. Ну, он споет. Рядом Жиган и хулиган. Должен быть, ага, будет ли стрим со Славиком в Украине? Героиком, Славиком. Ничего не могу сказать. Вот вы смеетесь, тест на Питер, туда-сюда. А украинцы почему-то реально его любят больше, чем Москву. Не знаю, блядь. Не знаю. Чем Москву. И диаспора там есть большая. Ну, в Москве больше однозначно. Из опыта личного общения они все говорили, что им там комфортнее. Also, украинцы за что-то любят Стругацких и дело точно не в Арестовича. Даже не знаю, за что любят. Это фильтрация Дармоедова или как-то. Блять, не помню, ну вы поняли. Шереметьева. Дармоедова. Хорошо, я придумал, класс. Я, кажется, понял, почему ты бедный. Ты, видимо, коммунист. А им просто нельзя богатеть, как, впрочем, и христианам особо идейным. Ну, смотря какие это христиане. Я с тобой не согласен. Вообще ни с чем. Коммунисты тоже богатейшие, охуенно. Будет ли стрим с кругом? Ну, маргинала уже был. Я, блядь, вам о другом говорил. Мне и он сам без разницы. Я вам говорил о том, феномен, как человек, не связанный никак контекстом, похож манерами движений, манерой, видом общим, лицом, мимикой. Я об этом говорил. А то, забей, будет ли стрим с Егором Потапенко? И будет стрим с Потапом, сеньор Потап. Трум-ла-ла, как там, кстати, интересно его трампапам. Он там Дудю обещал, говорит. Ну, не говорил, бля, буду, но что такое, что мы сделаем 1 триллион просмотров. Где? Блядь, що думаєш про інтерв'ю Зеї Шапіро? Дивився чи ні, бо пластинка вже протерта до дірок. Сука, не посмотрел, забыл, понял. Не посмотрел, но слышал, что на этом вроде интервью он говорил, что случаи бусификации носят поодиночный характер. Ну, блин, я не смотрел, поэтому мне сложно судить. Не, ну если поодиночный, то хуй знает. Ночь так и есть. Конечно, поодиночный пачку хуебусик запихнешь. Ну, бывало, КамАЗ останавливали, то там групповое было принималово. Ну, смешно, друзья, смешно. Ну, это что похоже уже на советские анекдоты и культуру советских анекдотов. Типа, я могу прийти и сказать, что я недоволен политикой Рональда Рейгана. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, а как отвечать, что сказать? Ну, может, надо было по-другому врать.
Там достатньо подивитись відповідь президента про УПЦ МП. Тупо поплив, як завжди, почав про якісь церкви затирати, про те, що вони значно старші за усю Московію і т.д. Ну да, но я не смотрел, но интересно. Можно было бы на стриме посмотреть, но это ж, сука, сколько времени надо протрахать, правильно? Надо было ответить в стиле того же Гоблина, да. А с нашим народом так и надо. Ну это был бы уже номер. Мы же не такие, чувак, у нас демократия. Надо было сказать Шапиро, ты ковбой, а у тебя в Израиле что, не гребут? Ты не играйся, не надо тут. Хочешь жить, придется терпеть. Это не Америка, другие ребята. Друзья, вы все придумали резоннейшие ответы. Как и с картами тоже. Кто-то, по-моему, даже ты писал, что Дональд, это вы раздаете карты. Это же вы раздаете карты. Ну все мы умны, блядь, задним умом. Да, я эту новость даже выписал, дошал. Слышал, что какому-то либертарианцу из Харькова маски шоу устроили. Самое мощное, что у него в ТГ-канале было 700 подписчиков, и он учится в 10 классе. Ну, всей правды мы не знаем. Подожди, типа, все не так однозначно. Но если серьезно, то СВТВ пишет, все пишет. Ко мне менты приходят, 0 на массу, 2 на трассу. Мир, блядь, очистился, понял? Хотя вроде и больше людей смотрят. Ну ладно. Ну что он сделал? Написал, що Зеленський нетрадиційної сексуальної орієнтації. Давай подивимось, там 50 хвилин лише і 30 хвилин самого інтерв'ю, а решта реклама Шапіро і всякої хуїти. Да не, я не хочу, честно говоря. Что я из этого вранья, блядь, не видел? Мне эту лапшу вешают всю жизнь, нахуй, да? Ну, все президентство Зеленского, да и даже до. Я не знаю, нахуй, и нагружаться лишний раз. Ну, получается, что один Владимир позаимствовал стилек у своего оппонента другого Владимира. Про исторические лекции про Рюрика, про то, кого кто древнее. Вот уж действительно разные народы. Ну, а все оно одинаковое, куда ж тут денешься? Вообще мулька Украины древняя, про старость Украины на самом деле. Что там, она ее упоминает еще этот Матье Бал, там французский историк, путешественник. И все, тут сюда цивилизация пошла. Я не знаю, какая просто разница, что в российском случае, что в этом. Ну да. Кстати, о Владимиров, да, Трамп написал: Владимир, остановись. То да, все задумались. Потужнич пока неплохо держится губами, осудил бомбежку. Обтекает пункты домовняка. Торгует надеждой, походу, ну молодец. Наверное, в сложившихся условиях эта программа максимум. Привіт всім православним. Індійцям співчувають. До речі, вы видели, какой там индопакистанский инцидент очередной? И возвращаемся во времени, вспоминаем, как этот, безусловно, умнейший человек Нарендра Моди начесывал красиво про то, как надо мириться Украине и России, как он красиво начесывал в интервью Лексу Фридману. Ну просто надо договариваться. Нужен консенсус там, ну что такое, короче, война не выход. Сейчас, блядь, все, мы перекрываем воды Инда, пейте, що хотите. Клас. Як стає, зараз ваху, як легко все піратиться. Одна кнопка і все. Раніше якісь кейгени, ти пишеш кейгеги, інет відключи, годинник переведи. Ну інет іноді і зараз треба відключити. И на сейчас регион иногда надо винды перекинуть. Ну, а касательно кейгенов, ну да, есть же целый такой, не знаю, направление дизайна, как это назвать, да, вот этого компьютерного, где вот там вот эти, помните, психозные кейгены. Они меня в детстве охуенно пугали, блядь, там музыка кастрюльная. Да. Погода иранская, да не иранская, китайская, бля, ебать, пацаны, вы даете сломанный телефон. Она и сейчас китайская. Ну, ее что-то перемкнуло и все. Ляон Ченг, блядь. Ну, Ляон Ченг, так Ляон Ченг. Это там, где машину эту собрали, Чунчанг. Я новый Обливион в первый день бесплатно получил, везуха. Уже есть моды, чтобы на бедных компьютерах. Да, мод, чтоб, бля, это же надо ремастер, который надо, это, даунгрейднуть, чтобы, блядь, запустить. Не, ну это уже бред. Кстати, реклама в ТикТоке появилась. Мне уже Шишло рекламировало, я кидал в чат. Реально Шишло прям рекламируют, нормально. Я увидел, что я пытался обойти эту схему. Мне кидают, выбери рекламу, а я закрываю приложение. Да у меня так просто не возьмешь. Открываю, они полсекунды видео показывают и, суки, опять предлагают. А, мне, мне вот что кинуло. Амулет. О, блядь, точно. Амулет для денег. В чем фишка амулета? Я рекламу для всех выбрал. Амулет для денег, который не просто наеб, как вы могли подумать, или энергией заряжен. Нет. Он активизирует специальную мышцу в мозгу, там какую-то, блядь, какой-то, забыл, как называется, но не отдел, а там какое-то слово было хорошее.
Ну, в общем, какую-то там штуку в мозгу активизирует специальную, которая активна только у миллионеров, и бабки так и липнут. Круто. Надо заказать, друзья. Донатим, кстати. Это совсем другое. В отличие от российско-украинской войны, о том, как надо ебашить Пакистан, конкретно писали величайшие индийские философы Вивекананда и Барсиварджанян. Так что моде во всем. Так что моде право во всем. Понимать надо. Надо ядерка ебашить, что тут понимать. Играл во флеш игры, играл. Ну, если я не помню, флеш, не флеш, это игры. Ну, короче, игры, где надо искать с лупой за лупой какой-то кал на экране. Специальные игры для посадки зрения, типа. Если у тебя очень хорошее зрение, ты вот эти игры играешь. Что-то там они как-то называются, есть название этого жанра. И типа ищешь, блядь, и потом зрение надо очки. У меня первый интернет вообще спутниковый был по тарелке. Нихуя себе. Нихуя себе. У меня по тарелке только первая порнуха была. Пятый Unreal просто не оптимизированный движок, на топовых видюхах тупит. Но я даже не пытаюсь, это забей. Я лучше в Vice City ремастер поиграю. К тому же он условно бесплатный. Перший інет був МТС модем з пінгом 100 в КС 1.6. Интересно, интересно. Бля, КС 1.6 это вообще бомба. Да, блядь, КС 1.6 вообще бомба. Вот так особенно в час ночи сидите, на паблике играете, бля. Как классно было. Как классно было. Бля, было охуенно. И там же были комьюнити, прям все друг друга знали на пабликах. Жестко это было. А, ну да, мой интернет Киевстар был. Не знаю даже какой пинг, ну понятно, космический. Ну, кстати, если тебе продать цей Легион и купить поновее, то будет тянуть норм УЭ5. Нихуя себе. Продать, купить. Спасибо за совет. Новый комплекс собрать, то вообще класс будет. Я играл в тюрягу, естественно, я тоже играл в тюрягу. У меня там был этот Янукович собран. Можно играть, кстати, в CS 1.6 прямо в браузере, есть какой-то сайт. О, кстати, есть крутой сайт. У меня просто нет места на диске, а так что-то хотелось на самолете полетать. Ну. И есть сайт geo.gs, как-то так называется, по-моему. И там браузерный авиасимулятор. По-моему, geo.gs. Браузерный авиасимулятор. Самолеты можно менять, на МРИ летать. Ну, он, конечно, такой дурной, но прикольный, потому что браузерный. Мы сегодня с друзьями обсуждали, что есть такой момент, что сейчас игры даунгрейдят на консоли. Ну, то есть там они либо FPS хуёвый, либо графика порезана. Вспоминали GTA 5 на Xbox 360, по-моему. И я вот вспомнил, что, блядь, раньше же было по-другому. Графика в GTA San Andreas и GTA Vice City на PlayStation 2 была пиздаче, чем на компьютерах. Да. Бля, я от вважав усіх своїх знайомих, які грали у тюрягу, конченими дебілами, без негативу. Я з хорошої сім'ї просто. Да, ну я, наверное, сильно малой тогда еще был, чтобы так считать вообще про людей. Метро исход на голову выше сталкера и без рекламы на туалетной бумаге. Не знаю, сомневаюсь. Но мне и метро игры никогда не нравились, бо сильно коридорные они какие-то. И Капризон, давайте покурим, а потом новини оттарабаним. Блять, ёханый бабай. Уработал на. Да, новини от тарабанимо і будемо закруглятися з позором, виключати этот стрім. Пацани, ну ви мене балуєте фінансово, 20-очка. О, ніхуя, не. О, та ти шо? Класс. Песня, спасибо, класс. Метро Исходус не такая уже коридорная. Хорошо, она у меня есть. Их есть, у меня подарили. Тест на Варшаву не пройдено. Дуже дякую за 200 гривень. На ремонт бойлера, да, второй тен поміняю. Якби Трамп був президентом, він би не зламався. Ну, в смысле, бойлер, если бы Трамп был президентом. А, ну, блядь, он же и был президентом. Да, несостыковка. Но это, видимо, еще от прошлого президента было с ним связано. Дякую за 200 гривень. Помню, мне друг
подсадил на World of Tootles. А я подсадил одноклассника, мы созванивались по телефону и играли. О, мы в самп играли по телефону, по-домашнему созванивались и в самп играли. О, блядь, да. Ну и в Тунчесы потом тоже, но там мы уже по скайпу и играли. Калідорні ігри також не заходять. Калідорні ігри кал, но вижу, говорят, что новая лучше. Но тот старая, оно мне такую травму сделала. Даже на сравнение со Сталкером старым. Якщо б тюряга була популярна зараз, то заробляла б мільярди, бо мікротранзакції сильно пізніше стали мейнстримом. Ну, мне кажется, они и так там бабки сумасшедшие имели. Я уже рассказывал, что мне учительница отправляла вареник. Вареник в игре Запорожье во ВКонтактусе. Там же рядом с этим, блядь. С тюрягой. То мне учительница отправляла вареник. Чтобы энергию пополнять. Я всем одноклассникам баланду харкал. Да, там было плюнуть в баланду. Да люди там, блядь, пиздились в реале из-за этих игр, помню. Тюряга, це м'яка сила сусі, да. Не знаю, сейчас, блядь, реально пиздец. Вот в ферму хочешь поиграть, ну не в ту, где вареник отправлять должны. А фарминг симулятор, блядь, там какой-то сезон пас, нахуй. Такого на хуевертили. Есть игра, где не надо постоянно спонсировать свою игру. Уже реально виморажує эта політика, ну блін, а как? Вже обсасували новини про Індію та Пакистан. Да, вспоминали інтерв'ю на рендер моді. Что мир это часть индийской культуры. Насчет пиздились в реале. Когда был малой, смотрел Даби с кентами, болел за Батисту всегда. Там был момент, когда он передал Рея Мистерио, передал. Когда он передал Рея Мистерио. Меня всегда хотели отпиздить с логикой, ну Батиста Рея Мистерио отпиздил, мы тебя Клас. Який нахуй фармінг симулятор? Веселая ферма 3, тупо свині ходять, несуться м'ясом, як кури. Мы играли в похожий симулятор на вот этом двигателе Unity, по-моему, блядь. Ranch Sim. Ranch Sim называется. Ну, такая игра на день, но смешно. Там такой колбасный завод построили в гараже грязном. Свиня взрывается кучей мяса, а потом колбасу на пол высыпаешь и в магазин везешь. Ну, собрал с пола. Ну, бля, было как в реальной жизни, от реально. Рестлинг топ. Я WrestleMania 41 дивився минулого тижня, якраз була. Да, я узнав, що, оказывается, вот эта озвучка украинская, вот та самая, де цілую в плечі і до встречи, она есть, но я уже рассказывал 100 раз, она есть на Kyivstar ТБ. Я, конечно, блядь, никакой Kyivstar ТБ покупать не буду, но круто, что она есть. Жалко, ее нигде нельзя взять вне покупки сраного Kyivstar ТБ. Там Reuters, типа Reuters, в Reuters, типа, простите, опубликовали ответ Украины на ту сделку. Ну да. Это у меня выписано, но если новый ответ не опубликовали, еще один. Признанню Крима це ніби не було лет 10 назад. А засуджуємо, звісно, це зазіхання на територіальну цілісність України. Ми засуджуємо таке. А в новой реальности на это как-то похуй нахуй. Особенно смешно звучит, что туда зайдет какой-то американский бизнес. Голодавшие крымчане устроят давку за чизбургеры. Представь, будет мак в залупке. Будут вообще как сыры в масле. Сейчас интересно, как это отразилось на рынке там недвижимости? Вилла Зеленского почем улетает? Так, все, друзья, стрим закончился. Так, друзья. Так, а что там, блядь, за день хоть такой? Ху, сьогодні п'ятниця, розвратниця, йобан-бобан. Друзі, бажаю вам, по-перше, добре провести залишок п'ятниці. Друге, бажаю вам добре відпочити на вихідних, бажано на природі. Дійсно, більше дихайте повітрям. Зараз дуже добре на вулиці. Люблю вас, друзі. Цілую в плечі. І до зустрічі в понеділок. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Дякую тим малочисельним людям, але дуже цінним, які мені задонатили, які мене фінансово підтримали. Бережіть себе. Цілую в плечі і до зустрічі. До зустрічі.